Когда-то немцы назвали этот город красным, а теперь его неофициально называют городом клерков. Это Нарьян-Мар, почти 23 тысячи жителей. Большую часть года температура там не выходит из минуса, но наш корреспондент Диана Юнусова успела, застала короткое, но яркое заполярное лето. Ее репортаж. Нарьян-Мар, мой Нарьян-Мар, город невелик ни мал. Так поется в старой песне. Он и действительно невелик. Раньше здесь стояли обычные двухэтажные деревянные дома. Высотки, 5-7-этажные здания появились только в начале нулевых. Их мало, но каждому такому дому жители придумали свое прозвище. Например, вот этот голубой дом называют «Титаник». Этот дом с красной крышей получил прозвище «Красная шапочка». А этот дом называют «Бутерброд». Здесь продают продукцию местного мясного завода, в том числе оленину, которую так любят жители города. Круглогодично добраться до Нарьян-Мара можно только по воздуху. Кругом тундра. А на севере – низовье реки Печора, которая через каких-то 110 километров впадает в Баренцево море. Одним словом – Заполярье. Сугробы так сугробы до крыш. Зима великолепная. Конечно, первый год было тяжело перенести ночь полярную. С ноября по март жители свет в домах не выключают совсем. Солнце показывается лишь на пару часов. 8 месяцев – минусовая температура. Именно в таких условиях 80 лет назад строители и поставили здесь первый дом. Затем начали строить морской порт, который и стал градообразующим предприятием. Эту пешеходную улицу местные жители любовно зовут Арбатом или Бродвеем. Это практически единственное место в городе, где можно погулять. Здесь очень много молодых мам с колясками. Показатель рождаемости в регионе выше среднероссийского на 35%. За каждого ребенка округ, помимо материнского капитала, доплачивает еще 250 тысяч. Как вам в условиях севера-то вообще живет? Очень хорошо. Вы видите, вы загорелые, красивые, очень веселые. Рожаем детей, растим. Вообще все дают. То, что государство предусмотрено, все дают. Нам вообще тут хорошо живется. Культурно-деловой центр «Арктика», деревянная церковь в центре города, памятник олено-транспортному батальону, который, кстати, единственный в мире. Вот, пожалуй, и все достопримечательности. Людей на улице немного. Несмотря на то, что на каждую семью здесь приходится как минимум 1-2 машины, пробок нет. Машины не угоняют, кругом тундра. Их иногда и вовсе оставляют открытыми. Не хватает здесь магазинов с одеждой? Да, тут мало. Тут такое все какое-то не очень. Я в интернете заказываю или в отпуск куда летаю, там покупаю. Фастфуд какой-нибудь построил бы. Тоже неплохо было бы. В городе нет ни одного фастфуда, зато есть с десяток ресторанов. Цены зачастую выше московских. Здесь вообще все продукты дорогие из-за доставки. Свои нарьян-марские здесь только огурцы. Остальные фрукты и овощи везут из Кирова. Сначала на машине, затем паромом. А сколько стоит у вас килограмм яблок? 120. А почему так дорого? Поставка дорогая. Кинотеатра тоже нет. Вместо него жители ходят по музеям, что не менее интересно. В нашем округе проживает более 70 национальностей. Ну и основные национальности – это коми, ижемцы, ненцы и русские. Русские – это люди, то есть все эти 3 национальности, которые когда-то освоили наш север. Это выставка работ народных умельцев. В этнокультурном центре проходят различные мастер-классы по народному творчеству. Кроме того, здесь преподают ненецкий язык и язык коми всем желающим, чтобы культура жила не только в музее. Сувенирная лавка – неотъемлемая часть каждого музея. Здесь собраны работы мастеров всего Ненецкого округа. Например, вот эти бурки, шкуры оленя считаются одним из самых ходовых товаров. Они способны выдержать даже 50-градусный мороз и стоят относительно недорого – от 10 до 14 тысяч рублей. Нарьян-Мар называют еще городом клерков. Здесь много представительств различных нефтяных компаний. Округ получает доход от сдачи земли, на которой располагаются скважины, в аренду. Поэтому денег хватает и на благоустройство города, и на социальные программы. Учитывая северные надбавки, средняя зарплата по городу около 50 тысяч рублей. Поэтому многие в город едут работать вахтовым методом. Да так и остаются. Первый раз это было в 2008 году на День влюбленных. То есть устроили вечеринку, меня пригласили на работу 2 суток как бармен. Ночной клуб один, открыт только в пятницу и субботу. Александру после той вечеринки предложили здесь работать постоянно. Согласился. Еще и жену перевез из Приднестровья. Впечатление было снег. Во-первых, очень много снега. Я столько не видел еще в жизни. И эти дома двухэтажные, деревяшки, в которых не было холодной воды. То есть это был 21 век, да, и в домах нет холодной воды.
В последние годы в Нарьян-Маре активно развивают туризм, строят гостиничные комплексы и разрабатывают экскурсии. Много надежд возлагают на автомобильную трассу Нарьян-Мар-Усинск. Она строится уже 20 лет, осталось проложить еще 80 километров. Трасса, наконец, свяжет город с железнодорожной станцией. Олени-транспортные батальоны, о них совсем коротко было сказано в нашем репортаже, действительно уникальны. В самом начале Великой Отечественной войны в Нарьян-Маре сформировали несколько эшелонов, в которые входили больше 7 тысяч ездовых оленей. Все животные были обучены, они не боялись выстрелов. В основном олени занимались эвакуацией раненых и доставкой на фронт грузов и снарядов.